Какая скорость интернета нужна для современного ТВ-бокса в 2026 году? И да, очень много поменялось с моего последнего такого видео, потому что появились новые кодеки, новые ТВ-боксы и новые возможности. Многие раньше считали, что нужно обязательно 1000 мегабитный интернет. И да, в частности, они правы, если они смотрят фильмы в 264 кодеке. Но извините меня, где сейчас такие брать? Только где-то накачать, либо старые какие-то раздачи, потому что современные уже идут в 265 и AV1 кодеке. А для этих форматов нам достаточно фактически 50 мегабит для одного ТВ-бокса. И порты в 100 мегабит сейчас очень даже оправданы, если вы не собираетесь уходить в просмотр ретро-кодеков. Поэтому какая скорость интернета в 2026 год на современных ТВ-боксах на канале Технозон с тестами? Поехали! Конечно, я надеюсь, вы подписали, нажали колокольчик. Ссылки на проверенных продавцов в описании под видео. Если вы не знаете, где в Украине купить проверенные ТВ-боксы, то это technozone.com.ua, либо tvtechnozone.com.ua, это подписки на стриминговые сервисы. Но вот такая вот вам небольшая презентация. Дело в том, что изначально она у меня шла под эгидой 100 мегабит ок for one TV-бокс. Она окей для одного ТВ-бокса, и практически ответ 100 мегабит почти всегда достаточно для устройства. Гигабит нужен для дома, NAS и тяжелых локальных файлов. И тут вот я вам скажу сразу, главный вывод, он идет в начале, а дальше мы будем разбирать с вами тесты. Один ТВ-бокс или смарт-ТВ редко требует больше 25-40 мегабит из интернета. Теперь я вам скажу почему. Именно при каких вариантах. Только при условии просмотра стримингового сервиса. Только стриминг. Но AV1 HEV 265 кодек укладывается в 1040 мегабит. Да, это именно так с YouTube, но тут тоже я вам сейчас покажу некоторые нюансы. И гигабит важен не для одного стрима, а для одновременной нагрузки локальной медиатеки. Тут идет речь о том, что если вы что-то качаете в старых кодеках, в огромных каких-то Blu-ray диск и SOF файлах, то тут соответственно нужны 1000 мегабит. Теперь смотрите немножечко по официальным рекомендациям, которые показывают запасу 100 мегабитных портов. Netflix 15 мегабит плюс, то есть один поток 4К, они заявляют про 15 мегабит и может быть до 100 мегабит чисто вот там забирать. Disney, ну тут 25 мегабит FCC, а вот меня интересует больше YouTube 4К 60 SDR upload. Это то, что я вам скажу. Я как ютубер загружаю 53-68 Mbps, а вот воспроизведение от 10 до 40 в AV1 и HEV. Это правда. И вот давайте мы сейчас с вами перейдем, и я вам покажу на тестах Netflix и YouTube, насколько это правда. Значит так, тест именно Netflix и YouTube. А здесь все намного интереснее. То есть мы можем, в принципе, в тест Netflix включать тесты Sweet TV, Megogo и тому подобное. Они никогда за битрейт Netflix не выйдут. Сколько же нам нужно именно этого трафика? Как мы уже с вами видели, заявленный трафик, а теперь давайте посмотрим реальный. То есть если я запускаю Netflix, сейчас он как раз у меня стоит с двумя HD Fury для полной эмуляции Dolby Vision, там HDR, ну давайте, вот Творец там появился, он HDR 10+, 4К с 5.1 звуком, конечно мы там блюрим, грубо говоря, этот момент, но мы вот здесь вот видим, что у нас пиковая 105 мегабит. А вот средняя у нас идет 85, сейчас он стабилизируется, 85, 60, 20, 39, и это уже, я вам скажу, такое себе не 15 плюс, не 15 плюс, как говорили. То есть, если брать Dolby Vision и HDR, то, в принципе, мы вложимся в ту табличку, которую я вам покажу чуть позже. А вот видите, 2.50, вот он буфер набрал и пошел в 0. То есть это значит, что он из буфер health берет, хотя там проигрывает. Но если мы сейчас с вами возьмем на роутере и поставим ограничение, например, 50 мегабит, давайте 50 туда, 50 туда, сохраним, все, это 625 мегабайт, и посмотрим. Все, его пошло ограничивать. Мы сейчас его рестартуем. В принципе, этого творца.
Сейчас у нас сбросится максимальная после определенного количества времени. И сейчас мы стартуем на 50 мегабитах. Уложится ли он в 50 мегабит? Да, он уложится. Потому что то, что вы видели 100, это пиковая для набора буфера. То есть в случае, если у вас есть 50 мегабит, он, пожалуйста, он воспроизводится без тормозов, без лагов. И буфер health у него будет отличный. На YouTube мы это сейчас увидим более детально. Это прям будет вообще отлично. Смотрите, он укладывается в 46 и держит не 46, он держит чуть-чуть ниже, то есть у него есть просадка, то есть буфер health достаточный и все это воспроизводит. Буфер health, конечно, классно срабатывает, если, допустим, вы перематываете, немножко меньше времени вам это занимает, да и вообще ведет она себя чуть по-другому, то есть лучше, конечно, когда буфера много, она туда закачала, оттуда воспроизводит, то есть если какие-то прерывания в интернете, либо появляется какое-то устройство, которое тоже там на себя затянуло буфер health, у вас не будет, грубо говоря, никакого протормаживания. Но на 50 мегабитах Dolby Vision, ну HDR10+, допустим, Netflix держится отлично. И мы видим, что средняя примерно держится, ну там 30-40. И уже 15 Mbps, как они пишут, оно не актуально. То есть вот, пожалуйста, 36 и ниже не падает. Мы видим, что у нас буфер ниже 30 не падает. То есть 30 мегабит. 30 мегабит это минимум для 4К Netflix, это такой минимум просто, потому что я вам уверен, давайте мы сейчас поставим с вами, давайте настройка ограничения, поставим 30 мегабит, давайте 30 туда, и посмотрим в трафике, вот у нас как раз, посмотрим в трафике, что у нас может быть начаться уже какая-то проблемка. Сейчас чуть-чуть поиграем. Опа, у нас буфер начал проваливаться. По графику вижу. Буфер начал, именно скорость опустилась до 2 мегабит. И он, а знаете, что он сделал? Он опустил качество. Да, ну это с Netflix там проще. Там просто если будет меньше, то он просто-напросто урежет качество. Он отключит, например, HDR, либо просто-напросто уменьшить разрешение, битрейт. У него есть такая возможность. Но на самом деле он просто срезал качество сейчас просто ужас. Просто ужас. Да, он срезал качество. Но 50 мегабит для комфорта вполне вам хватит. Это именно для Netflix. Что касаемо YouTube. Давайте выходим в YouTube. И здесь будет уже совсем другая картинка. На YouTube мы тестируем и VP9 кодек, и AV1. Давайте вот сразу на этом деле DreamView Channel заходим. Наш 4К ролик. А ну-ка смотрим. Давайте я даже его расширю немножко, чтобы было более видно. И мы тут уже видим, что он включил 4К. Ограничение у нас на текущий момент максимум он держит 28 мегабит. Мы здесь с вами включили сколько? 30 мегабит. И вроде бы у нас хватает 30 мегабит на Full HD. Давайте включим с вами настроечки и включим 4К 60 FPS на VP9 на YouTube. Мы уже увидим с вами вот такой вот фриз. Посмотрим, сколько у нас буфер health на 30 мегабитах. Все, у нас пошли тормоза. 30 мегабит для 4К YouTube не хватает. VP9. Однако есть ситуация, когда ролики используют AV1 кодек. Почему я говорю, берите уже с AV1 кодеком. Например, наша пресловутая Дикая река, которую все прекрасно знают, да, там, она работает в AV1 кодеке с кодированием VV1, и здесь уже ей хватит для 4К, я надеюсь, 30 мегабит. Не смотрите на то, что она тусклая, это конкретно я HDR сейчас впихиваю в SDR, чтобы вот прямо вот без компрессии, без конверсии, без ничего, то есть вот впихиваю максимально, что могу. Смотрите, AV1 кодек, нет, все равно буфер health ушел в ноль. 30 мегабит мало. И скидывает он, давайте на 30 мегабитах мы посмотрим, что сейчас у нас возможно. Давайте вернемся. Я думаю, что это будет 2К 60 FPS. Давайте включим налаштование. И 2К 60 FPS. Включили. Да, а вот здесь вот буфер health у нас уже пошел, пожалуйста, 10 секунд. И мы видим, здесь у нас держит 26-27 мегабит среднего трафика. То есть у нас где-то там 18%, но держит он 25-26, то есть 25-26 мегабит это для 2К. Это совсем впритык. Комфортно это 30 мегабит на одно устройство, ребят. На одно устройство. Если у вас таких устройств 2,
то учитывайте, что это уже 63 устройства, плюс мелкие устройства, это минимум сотка. Это только YouTube. По 4К мы сейчас еще с вами протестируем. Все, 2К, мы это уже поняли. Если у вас тарифы ниже, да, и у вас там, допустим, есть там максимум 10 мегабит, давайте выясним на 10 мегабитах, что мы можем с вами посмотреть. Мы ограничение поставили на десяточку, включаем наш мониторинг. Сейчас пошло 8, и куда оно сейчас сбросится? О, 8. Сейчас буфер Health у нас 16 секунд, насколько буфера хватит. А стоп, он отключил HDR вообще. Давайте AV1 кодек включим, мне аж интересно стало. Давайте. Вот, включился HDR. Давайте. Ну, 2К само собой уже не хватает. 2К уже не хватает. Давайте пробуем Full HD. Full HD с HDR в AV1 кодеке у нас буфер всего лишь 3 секунды. 8 поднялось. Все. 10 мегабит хватит на Full HD в HDR. BT 2020, 60 FPS. Мы видим, трафик у нас где-то 8-9 мегабит. Да, 9 мегабит для вот такого вот качества. Ребят, что и требовалось доказать. 10 мегабит это у нас для Full HD. 30 мегабит это 2К, 50 мегабит на одно устройство для воспроизведения это 4К. То есть если я сейчас выставлю в настройках скорости 50 мегабит и туда, сохраню. Все, у нас поднят уже лимит. Мы можем сейчас перейти в настройки, включить 4К 60 FPS в HDR, и он, по идее, должен проигрываться. Сейчас посмотрим. Пик у нас дало 46,8 и смотрим, что у нас получается. Сколько у нас будет буфер Health. 1,11 секунд. То есть это, ну смотрим. Сейчас он должен либо набрать, либо вот прям в 0, блин, держит. 0,14 секунд. Но 4К 60 FPS при лимите и он сейчас пойдет вверх. 1 секунда. Он просто больше не берет. 33 мегабита разгоняет. 2 секунды. Ну, в общем-то, смотрите. Он держит сейчас стабильно 30-32 Mbps, и мы считаем вот от 30 до 50 это 4К. Но это на одно устройство. И надо, чтобы это было вот 50 без провисаний. То есть 50 это нормальный, потому что пик у нас был 46,8 мегабит. 50 мегабит для 4К стриминга. Это YouTube. Netflix примерно то же самое. На одно устройство. Сюда включается Megogo, Свит ТВ, UTV и тому подобные стриминговые сервисы. На стриминговых сервисах зачастую высокобитрейтных таких экстра там за 100 не бывает. Переходим, тестируем дальше. Увидели? Конечно, увидели. И мы понимаем с вами, что с запасом 50 мегабит для чистого стриминга с головой. И для YouTube, и, допустим, для того же Megogo, и для Netflix очень сильно пойдет. Ну, стриминг работает с рывками неровной линии. Это вот то, что я показывал внизу. То есть, если у вас ровная линия, то буфера очень мало. А это значит, что видео режется кусочками. И буфера мало. И вот здесь вот как раз нам нужно вот эти вот пиковые скорости вам объяснить. Если канал кратковременно проседает, буфер сглаживает провал. Это то, что мы с вами видели. То есть, для чего нужен первый пиковый буфер? То есть, если у вас не будет достаточной скорости, вам не страшно, он все равно его воспроизведет. Но без пикового буфера не будет сглаживания провалов. Обычно ориентируются не только на средний битрейт, но и на запас вот этих вот пиков, Wi-Fi, TCP, DNS, TLS и фоновые какие-то устройства, которые у нас есть в сети. И из этого всего выходит, что вот домохозяйство по одновременным потокам, если мы будем с вами рассчитывать, ну, давайте для начала посмотрим, что у нас именно по высокобитрейтным, как у нас там по пиковым буферам, да, и по средним. А вот здесь вот у нас высокобитрейтные тесты. И я вам хочу показать, во-первых, насколько актуальны боксы с AV1 и вообще переход на AV1, потому что вот 3 файла. Вот они, 3 файла, я вам отметил. Это вот 264 кодек, 60 FPS. И если посмотреть, он закодирован 240 Mbps базово. Это тяжелый ролик, это просто капец какой. И, честно говоря, ТВ-боксы неохотно переваривают это по сети с онлайном. Потому что тут 240 Mbps, пик нужен там 300 и все остальное. Но тот же самый файл с таким же самым разрешением, таким же самым качеством в 265 кодеке будет у нас уже всего лишь не 1,4 гига, а 260 гигабайт, ой, не 1,4 гига, а 259 мегабайт по битрейту
по битрейту, он будет у нас затягивать, сейчас я вам покажу, тот же самый уже 42 Mbps, 42 мегабита. И вот почему уже 265 кодек надо смотреть раздачи. Надо смотреть AV1, потому что, например, AV1 у нас будет всего лишь 25 мегабит при том же разрешении, том же качестве. Он будет 25 мегабит. Но насколько онлайн такие ролики, допустим, способны. Если смотреть 4К 60 FPS в 264 кодеке, можете забыть про 100 мегабитные порты. Вот давайте включаем, и сейчас мы просто-напросто профигачим это все дело вот, элементарно. То есть я могу, давайте включим мониторинг. Во, у нас отлично все сделано. Все сейчас там 42 Mbps. Давайте перевключим, чтобы для чистоты теста, чтобы вот никто не сказал, что мы что-то неправильно показали. Смотрим, сейчас вообще в килобитах все. Мы включаем 4К 60 FPS, на повышение пойдем. В AV1 кодеке. Давайте смотрим, сколько же нам нужно. В пике 119 Mbps. В пике 119 Mbps. 23-26 средние, как мы видим, 25 Mbps файл. Но если вы думаете, что вам нужно 119, то нет. Я сейчас понижу, допустим, до 50, и он спокойно будет проигрываться. То есть, если вы смотрите раздачи допустим, на 100 мегабитном интернете, то они будут работать. Все, проигралось. Давайте посмотрим 265 кодек. Это 40 Mbps. Сколько он даст у нас пикового? Он даст больше, чем 119. Он дал 175 пикового. Но это не значит, что нам надо пиково иметь 175 мегабит. Многие путают вот это понятие. Смотрите, 43 Mbps. И здесь тоже хватит 50 мегабитного. А вот 200, вот этот вот 4К на 264 кодеке в базовом 240 Mbps, чтобы вы понимали, это такой самый топ, я вам закодировал, он даже здесь не воспроизведется, елки-палки. И нам нужно будет его воспроизвести, например, через Nova Player. Давайте попробуем. Вот он, вот такой вот красивый, я его уже воспроизводил. Давайте проиграем. То здесь у нас пик будет, а ну-ка смотрим, 253 мегабита. Но при этом средняя он будет брать 150 мегабит. 150 мегабит. Это не значит, что если вы смотрите битрейт 250 мегабит, это не значит, что ему надо 250 мегабит. Нет. Он будет по среднему, в зависимости от цены, от всего остального. Теперь смотрите, самый элементарный эксперимент. Я сейчас беру и понижаю скорость до 100. Это чтобы было бы чисто, честно. До 100. Там же везде больше 100 было, да? Давайте мы закроем, откроем и посмотрим однозначно новую статистику. Давайте через тот же самый Nova Player, там особо нас это все не тронет. Давайте. Начнем опять по повышению. AV1 25 Mbps. Смотрим, сколько же ему на 100 мегабитной сети. Он уперся в верхний канал, но при этом он будет проигрываться без тормозов и опустится опять до 27. То есть это все тот же самый буфер Health, который ему нужен. Ориентируемся на средний Mbps и никогда не ориентируемся на пик. Ему нужен средний. То есть 4К AV1 спокойно проиграется на 30 мегабитах. Не верите? Сейчас я вам покажу. Допустим, AV1 в 40 мегабит он нам сейчас покажет. Он тоже упрется в 99,8 и больше не возьмет. Уперся, он проигрывается без тормозов и опустится до 40. То есть он упрется во что-то другое. То есть всегда ориентируйтесь на средний Mbps. И у нас получается, что в принципе вот с развитием 265 и 200 и AV1 кодека на высоком битрейте получается все очень приблизилось к стримингу. То есть если кто-то думает, что там на раздачах они там посмотрят какой-то там WebDL, он будет прям в это качестве, то они всего лишь экономят, ну как бы так условно экономят на том, что они его не купят, этот фильм. Но скорость интернета нам для 265, 200 там, и AV1 кодека хватает с головой. То есть 100 мегабитный порт в 2026 году, если вы смотрите современные кодеки на современном ТВ-боксе, 100 мегабит с головой на ТВ-бокс это более чем достаточно. 50 мегабит это более чем достаточно на один ТВ-бокс, грубо говоря, выдать.
Поэтому давайте уже перейдем и будем уже с вами теоретически заканчивать данный ролик. А вот теперь мы возвращаемся к этому слайду и выясняем, что если у нас есть один человек, вот давайте по домохозяйству, то 50-100 мегабит достаточно с большим запасом. Имеется в виду, что у каждого человека есть свой набор гаджетов. ТВ-бокс, либо компьютер и смартфон. Пара 100 мегабит комфорта для одного, двух, 4К потоков и обычных телефонов и ноутбуков. На текущих реалиях это факт. Семья 3-4 человека, 200-500 мегабит. Удобнее, если одновременно идут 2-3 видео, игры и видеозвонки. И уже тяжелый дом это 50-1000 мегабит. А если NAS сервер, облачные бэкапы, это если у нас есть NAS сервер, облачные бэкапы и несколько 4К экранов и большие загрузки. То есть для ТВ-бокса, для одного ТВ-бокса рассчитывайте 50-100 мегабит железно. Это если вы смотрите современные кодеки, как я вам уже говорил. То есть мы с вами чуть-чуть видим здесь, какие нам нужны. 25 мегабит это 4К базовые на стриминге. 40 мегабит это 4К 60 FPS. Это уже идет стриминг. Это базовый в желтой зоне, да, там стриминг, либо AV1 кодек на раздачах, либо 265 кодек на раздачах. И уже 100 плюс, это если вы смотрите Blu-ray диск ремуксы. Ну, я образно говорю. Вы должны это понимать. Здесь, в принципе, я повторил ту же самую картинку. И давайте вот, когда нужен реальный гигабит на самом устройстве. То есть это когда у нас есть локальный NAS, Plex, Jellyfin с UHD, Blu-ray Remux библиотеками от 80 до 120 плюс мегабит, потому что внутри сети они тоже ходят 100 мегабит, либо же по Wi-Fi. Wi-Fi зачастую сейчас уже, даже если есть 100 мегабитный порт, он может работать 250-300 мегабит. Отлично. То есть, если у вас одновременно скачиваются большие файлы, торренты или обновления на том же устройстве, нужна быстрая передача файлов по LAN, и дом строится с запасом на 8К, высоким битрейтом и несколько тяжелых сценариев одновременно. Для других вариантов работы 1000 мегабитные порты в ТВ-боксах не нужны. Какие тарифы брать? Ну, в принципе, тут уже определяться вам, я вам уже все сказал. То есть, по факту, вот давайте так, примерно 2 4К ТВ плюс видеозвонок, может на 1,5, ну, фактически я выводил формулу, то это где-то около 84 мегабит. Это значит, что вот 100 это в натяг, а 200 это уже нормально. То есть, это, по сути, как считается тариф? Какой вам тариф нужен? Берется тариф равно одновременная нагрузка всех устройств, умноженная на 1,5. Это с пиковыми нагрузками. Вот таким образом рассчитывается тариф. Ну и наш итог. 100 мегабит в текущих реалиях хватает для стриминга, а гигабит уже нужен для инфраструктуры. Благо развитию кодеков мы можем себе это позволить. Первый раз, когда технологии приводят к уменьшению показателей порта с 1000 мегабит до 100 в нормальное состояние. Ну а вы пишите свои комментарии. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.